Hello, dears! Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Мы продолжаем собирать по крупицам любую положительную информацию о народном артисте мира Димаше Кудайбергене. Публикуем отзывы профессионалов и просто коллег по цеху. Я все сказал. И будем мы чаще сейчас. Шакин Мухаммед поет. Недавно вы видели новые отзывы певцов из Казахстана. Некоторые из них даже предлагали дать Димашу еще одну награду за доблестный труд. Игорь Яковлевич совершенно случайно поведал нам через Инстаграм о реакции Аллы Пугачевой на исполнение ее песни «Димашем». А теперь по порядку. Игорь Крутой у себя на странице в соцсети опубликовал видео, где его партнер и друг Димаш Кудайберген исполняет легендарную песню «Любовь, похожая на сон». Также Крутой поведал об истории создания хита. Изначально писал его для Аллы Борисовны, которая этой песней заканчивала его юбилейный концерт. Однако в комментариях под публикацией поклонники задали очень удачный вопрос: а как сама Пугачева отнеслась к тому, что сейчас ее песню исполняет Кудайберген? И действительно, публично примадонна не критиковала, но и не хвалила исполнителя, из-за чего было неясно, каково же ее настоящее отношение к происходящему. Может ли быть такое, что Пугачева злится на Димаша и на его наставника Крутого за решение перепеть ее песню, которая успела стать визитной карточкой для самой Аллы Борисовны? Игорь Яковлевич на вопросы о том, не впал ли Димаш в немилость примадонны, ответил: конечно же нет. По его словам, реакция Аллы Борисовны на то, как спел Димаш ее песню, положительная. Также Алла Пугачева в Фейсбуке высоко оценила выступление Димаша с ее песней вот такими словами: «Просто супер». Певица считает Димаша состоявшимся артистом, и его участие в памятном сборном концерте «Подарок для Аллы» является лучшей оценкой для него. Ведь организатором и ведущим этого мероприятия был Максим Галкин, муж Аллы Борисовны. Сами понимаете, отбор и порядок выступающих был жестким. Как вы думаете, почему Димашу, на тот момент еще не столь известному российскому зрителю, удалось попасть в число участников концерта? Думаем, тут не обошлось без помощи маэстро Игоря Крутого. Димаш Кудайберген. Димаш покоряет, как вы знаете, уже весь мир и выступает с успехом в Америке и в Китае. Еще раз давайте поаплодируем ему. Вот как прокомментировала эту ситуацию зрительница международного канала «Звездные секреты» Татьяна Чантурия. Алла Пугачева спела о любви громко, почти кричала, потому что на тот период любила многократно и неудачно. Пропали и трепетность чувств, и нежность. А Димаш очень молод. Он выражает свои чувства бережно и нежно, осторожно произнося слова признания. Мы услышали каждое словечко этого признания. Они навечно вошли в нашу кровь, пробудили восхитительные воспоминания, ведь любовь любит тишину. А концовка песни – это апофеоз любви. Димаш – очень цельная натура, его искренность завораживает, никого не оставляет равнодушным. Поет его душа, и этим все сказано. Друзья, Алла Борисовна давно помогает как может талантам из Казахстана. Да так, что после даже небольшого участия примадонны в творчестве артистов, их карьера тут же идет в гору. Вспомним, например, Батырхана Шукенова, которого Алла Борисовна так удачно взяла под свое крыло.
Как ни странно, но резкий скачок в популярности Батырхана связан ни с кем иным, как с Филиппом Киркоровым. Да-да, именно он хотел прихватить уже раскрученную в Казахстане песню Батырхана «Джулия» и спеть ее. Но справедливая Алла Пугачева сразу поняла, надо дать дорогу талантливому певцу из Казахстана, чтобы он радовал своим творчеством не только своих земляков. Зритель нашего канала по имени Дамир написал нам вот что. В то время А-студио уже выпустили песню «Джулия». Когда Филипп был в Алмате, он услышал песню и взял диск. Когда уже был в Москве, эту песню услышала Алла Борисовна. А Филипп ей сказал, что песню «Джулия» ему подарили в Алматы ресторанные певцы. Пугачева не верила и попросила Преснякова найти группу, которая пела песню. Тогда у Преснякова был концерт в Алматы, и он нашел группу А-студио, пригласил их в Москву. В это время Филипп уже сделал аранжировку для песни «Джулия». Пугачева, услышав, что нашлись реальные исполнители песни, сказала Филиппу: «Все, удали песню, не твоя она». В это время как раз подошли Батыр с Байгали к дому Аллы Борисовны. И все, теперь их ждал громкий успех в СССР. Очень профессионально сделанные, он вкусный. Они очень музыкальные. Как казахстанцы? Они очень музыкальные, да? Они безумно музыкальные. Они, по-моему, рождаются с голосами уникальными. Здесь очень хорошие музыканты. Давайте вспомним, друзья, и то, как Алла Пугачева с Лободой поддержали уникального певца, самородка, участника шоу «Голос дети» Ержана Максима. Что уж говорить, тогда юного таланта откровенно недооценили, присудив лишь 2-е место в результате манипуляции Алсу. Ой, сколько же шума было тогда! Муж примадонны Максим Галкин очень возмущался и говорил, что по его мнению и по мнению его семьи победителем шоу может быть только Ержан Максим. У нас есть свой домашний победитель. Это Ержан Максим. Спел невероятно. А победитель, я считаю, один. Ержан Максим. Класс. Но одними разговорами дело не кончилось. Алла собрала юных участников шоу «Голос дети» в ресторане. С каждым поговорила, послушала, похвалила, сфотографировалась и вручила всем участникам шоу «Голос дети» золотую звезду Аллы. Приятно было смотреть на Ержана Максима. Отныне с таким уникальным подарком на груди он появлялся на всех официальных приемах в Казахстане. Вот такова реакция Аллы Борисовны на творчество певцов из Казахстана. Спасибо Игорю Яковлевичу за такие милые подробности. Сразу скажем, в шоу-бизнесе не принято выносить ссор из избы, так что Игорь Крутой пожертвовал своим авторитетом ради нашей радости, рассказав секрет Аллы Борисовны. Но потому наш канал и называется «Звездные секреты», что иногда нам удается раскрыть зрителям ту или иную тайну. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения!